Всем здорово, народ! Вот у нас 2 недели подошли к концу. 16 дней, если быть точным, перерыва. Поэтому сегодня каточки будут как будто бы я заново родился. Как будто бы заново вообще пробую ДКшника. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть котеечку. Походу там разбийник. Поэтому нажмем перерождение. Войдем в бой. Сразу же сбросим ауру. Потому что мы не хотим, чтобы нас прист вражеский заферял. Туда прыгнем пэтом. Подстанем его. Нажмем зеленку, чтобы он меня опять же не заферял. И будем выигрывать время для моей команды. Полностью. Да. Полностью оставив позади приста. Подойдем сюда, нажму незыбку. Чтобы, во-первых, меня не пробили слишком сильно. Во-вторых, чтобы меня не застанили слишком сильно. Докатились, дожали. Нажал также еще и немоту. Сюда релик на антихил. И можно дожимать противничка. Дожали противничка. Ну там Котейкин, я не знаю, просто побегал. Мы к нему подошли, уничтожили просто всю его команду. Это я называю профессионализм. Профессионализм не пробьешь. Да забей. Ладно, 2 в 3 уже доиграем. Я думаю, здесь без шансов для противничков. На всякий случай позамедляем еще и разбийника. Все, победа. Победа победная. Белиссимо бонжорно, первая катка, первый вин. Максимальный топ-депос, you know, goddamn. Но опять же, ошибка противника какая? То, что здесь прист стоял, и ему никто не саппортил из вражины. Они хотели с саб-разбойником и с Армсом убить моего тиммейта очень быстро. Но как будто бы вдвоем убить моего тиммейта, когда под ним лекарь, невозможно. Вообще, я, конечно же, помню, что у нас Фералыч выиграл в голосовании, и хотелось бы мне лично за него тоже поиграть. Но, во-первых, я пока не знаю, где конкретно и на каком сервачке это все делать. Можно было бы на циркуль, возможно, залететь. Но у меня там нету персонажа. И вот это вот такой вот вопросик пока что на повестке дня. Может быть, у кого-то из вас есть персонажик. Что думаете, что скажете? В любом случае, Фералыча я бы для себя создал, за Фералыча побегал. В общем, будем посмотреть. А так, пока что вот играем за ДКшника после перерыва. Окей, нашли нам вторую каточку. Что-то с очередями надо делать, я не знаю. Либо мне не везет, либо это действительно под вечер такая суета. Но я по 4-5 минут ищу Солоку, вот только вторая. 6:38. 6:38, только вторая каточка была найдена. 245-й. Прист послушание, окей. И аутбокс. Варыч. Армс 246-й. Легенды. Так, и вновь я вижу, что мне нужно вот так вот выключить питомцев. Отличненько. I don't give a fuck. Ну, будем просто замедлять здесь пацанов. Максимально. Чилить. Не хочу пока в упор подходить. Вот так вот. Смерч-то не конем, потому что, смотри, я хочу, во-первых, поставить купол своему тиммейту. И гаргулью уничтожить, если честно. Я бы уничтожил гаргу, но у меня, видишь, аутбокс. Не аутбокс. Давай живи, братанчик, живи. Подстанем здесь Паладиныча вражеского. И призовем свою гаргу. Пошла коптильня. Пошла. Отличненько. Возможно, кстати, нам даже урона хватит, потому что мы сейчас грипнем к себе вот этого пацана сюда, накинем релик на антихил. А гаргулья-то стреляет. Сюда, кстати, замедление быстренько. И продолжаем коптить, продолжаем дамажить. Бабл выбили. Нормально, пойдет. Неплохо. Лучше, чем ничего. Приз задиспелил, кстати, бабл. Можно продолжать. Перенаправляем гаргу. Пэта мне убили. Это, кстати, плохо, потому что я хотел его сейчас взрывать уже. Диспел. Не, диспела не будет. Диспела, походу, не будет. Не дают. Сейчас хотел грипнуть ему, сбить кастик еще. Но противнички тоже, это понятное дело, не сдаются просто так. То, что в меня смерчи пацан когда накидывает, это не особо проблема. Потому что у меня так-то тиммейт есть, который должен дамажить. Если меня сейчас не убьют, если мы сейчас выживаем, то, по идее, должна быть победа. Оп, зеленку клацаем. В тайминг. Ну, давай. Стан пэтом, взрыв. Взрыв прошел, отлично. Биг Депос показал. Блейдшторм крутится. Депос наносится. Умирает. Найс. Сейчас главное, чтобы выжил аутбокс. Или, по крайней мере, выиграл времечко. Успею? Не успел грипнуть. Он, кстати,
Хорошо чувствую дистанцию на друиде. Ну, либо это рандомно так получилось, либо он действительно специально подошел ко мне достаточно близко, чтобы я не смог в него смерч нажать. Но все, для нас уже здесь победа. Отличненько. Ну, противнички старались, не хотели умирать. По крайней мере, на друиде мне постоянно циклоны в лицо закидывал, что, естественно, хорошо с его стороны. Но, опять же, такую балдуру просто невозможно выхилить. Но посмотри на эти циферки. Уничтожаем противничков, невероятно показываем скиллушечку. Хорошо получилось по итогу. Наныл, походу, народ, наныл, потому что третью катку мне нашло моментально. Ну, хоть что-то. Это мы уважаем, это мы одобряем. Так, исцеление, ресторыч, друид, соответственно, 244 и добрый жнец. Я очень сильно люблю играть с шипешниками. 1080 игр чел наиграл. Кто вы, люди? Кто вы? Потому что с шипешниками очень много урона с доток. У меня дотки дамажат, у него дотки дамажат, и противнички, ну, невероятно сильно выгнивают, как вы можете понять. А там, кстати, Энг Шаманыч. Из приятных новостей тоже. Нас это устраивает. Опа. Видел? Это был скилл только что, парень, я вам показал. Я сбил отражение Вару. Через кик. И потом просто накинул в него, соответственно. Подстанем здесь Шаманыча. И накинул в него ледяные оковы, чтобы подзамедлить. Подходить в упор, чтобы у меня пацанчик получал меньше депоса. Ац! Успел, не успел? Возможно, успел. Незыбку нажмем. Еще раз сбил отражение. Кинул релик на антихил. Глухая оборона. Это для нас выгодно. Это для нас выгодно, потому что он не может не дамажить нормально. Здесь будем оковы накидывать. Снова сбиваю отражение. Ну, блин, тринкет нажал, это плохо. Надо было диспыльнуть именно перерождением. Ну да ладно. Ну да ладно, тоже пойдет. Хочу поставить своему пацану сейчас бабл. Но он убегает. Он убегает. Пацанчик, подойди, вот бабл тебе поставлю. Чтобы Атенха чуть меньше урона получал. Я не знаю, у него же там есть хоть какой-то дамаг магический. Есть, я думаю, должен быть. Да не может не быть, не верю. Здесь пацанчика подстанем. Ну, добрый жнец, ну убеги ты к пиларчику, пожалуйста. Что ж ты в поле-то бегаешь? Что ж ты в поле-то бегаешь, братишка? Ну, я не знаю. Не знаю. Добрый жнец, 1080 игр. Не научился, видимо. Видимо, не научился играть. Просто вот лево-право бегает. Вот он здесь, вот сюда, вот здесь, вот сюда. Отойди к пилару, побегай вокруг. Но я не понимаю, но это же вообще просто базовые вещи, нет? Первостепенные. Пацанчик просто бегает вот в опенфилде, принимает на лицо и от Энха, и от вражеского армса, и почему-то умирают. Блин, как так-то, ну? Ай. 1080 игр, между прочим. То есть явно уже не новичок. Мне кажется, у меня 1080 игр не наберется за всю историю игры в эту игру. Добрый жнец, 50 тысяч урона, 50 тысяч на хила. Побегал, как говорится. Но бывает и такое. Вот почему быстро нашло. Это был отборный боровичок нам в команду заслан. Ну ладно, регаем Нексель. 5 минут время ожидания нам рисуют. Будем посмотреть. Так, еще одну котеечку нашло. Тут у нас... Опа, это подвезли кастомные облики на друида, на ферала. Что? No way. Либо они всегда были, хрен его знает. Легкая древка. Тоже сделал себе трансмог на косу жнеца этого с легиона. Короче, Фералыч. Вот тоже бы за Фералыча я поиграл. Будь у меня персонаж. И... Мелани. Не помню, был у нас сегодня или не был. Возможно, знакомый Бладельф. Ну ладно, полетели. Там тоже. Либо Ферал, либо баланс, непонятно пока что. О, так там добрый жнец, йоу. Так там добрый жнец. Да забей. Немножко подвыйдем. Просто заработаем себе силу рун, войдем в бой. It's not a problem, как говорится. Вот так вот он делает. Да забей, да забей. Подгрипаем к себе поближе, потому что все равно, видишь, нажалась тучка у пацана. Еще оковы. И продолжаем. Все. Сейчас добрый жнец должен умирать. Так. Фералыч чувствует. Релик на антихил, призываем гаргу. Немоту сюда фуловую. Пэта направляю, тринкую.
Копти, 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 копти. Копти, 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 копти. Дамаж, 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 дамаж. Давай, давай, сбиваем Кастиксон. Последние тычки. Где мой Рума? Рума, добивай. Добивай. Найс. На последние секундочки перед Фером. Белиссимо бонжорно. Ну, Фералыч, видишь, вместе со мной почувствовал, что надо свапнуть таргет на Ресторыча, и мы просто его изничтожили. Все, сюда замедление, плюс гриб, чтобы не мешал. И добиваем доброго жнеца. Найс. Великолепно. Просто под стан Ферала, и потом еще фуловая моя немота залетела во вражеского рестора, и он уже ничего не смог сделать. И Горгулья стреляла, и релик я накинул. Ну, естественно, звериное неистовство. ПВПшную активку, да, прожал. Зандаларскую. Прикольно. Опять же, мне супер дико не нравится то, что у меня нет волшебного потока. Я супер сильно люблю играть именно с ним, когда я играю за ДКшника. Это прям вообще моя любимая расовая ПВПшная активка. Но она в хлам занерфлена на Сирусе. Ну, окей, не в хлам, конечно, играть можно, но она стала дико неприятной, я про это уже рассказывал. И вновь мы забираем топ-1 депос. Сегодня какие-то невероятные цифры вылетают. Это меня, походу, замаслили после долгого перерыва, чтобы я чувствовал себя сильным и чтобы мне хотелось играть больше. Верим? Конечно же верим. Регаем. Нексель. Кстати, напоминаю, что в телеграм-канале у меня в закрепленном сообщении лежит зипник со всеми моими аддонами. А для тех, кто хочет поддержать мой канал копеечкой и получить дополнительный контент, приглашаю на Бусти. Там и видосы появляются раньше, по минимальной подписке, кстати, 150 рублей всего лишь стоит. И также еще есть там различные гайды по классам, по настройке аддонов, интерфейса и так далее. Поэтому всех благодарствую за подписку на Бусти. Все, погнали смотреть видос дальше. Следующая каточка. Следующую арену нам нашло. Мелани. Все, теперь я точно его запомнил. Прист из прошлой. Лекарь и Анабалон. Блин, а это не тот самый Варыч из прошлого видоса, с которым мне не получалось выигрывать. Блин. Вот не помню, не уверен. Никнейм как будто бы знакомый. Но я могу здесь ошибиться. Сейчас проверим, короче. Сейчас будет проверочная на скилл Анабалона. Погнали, посмотрим, что ты можешь и чего не можешь. Ну, хотя вроде, кстати, другой. По внешке другой. Там был орк. Что ли? Ладно, не суть. Ага. Нажму зеленку. И незыбку еще сразу тоже нажал. Еще на самом деле, как будто бы можно даже и в стойку льда перейти, учитывая, что они почему-то планируют играть в меня. Вот так вот мы делаем. Интересные пацанчики. Окей, делаем вид, что нам больно, что мы убегаем. Попытаемся забайтить вот Варыча, по крайней мере, да, чтобы он к нам сюда подошел. Это выгодно, это хорошо. Приятный фир. Пойдет. Призовем Гаргу. Релик на антихил накинем. У меня дизарм пошел, но это не проблема. Гриппаем, немоту накидываем. Пойдет. Съедим это. Так уж и быть. Сюда замедление. Сюда замедление. Лужим под ноги. Из стойки льда выйти вообще не могу ни на секунду, потому что видите, что происходит. Меня максимально сильно упарываются. Блэйдшторм пошел. Стан диспелем, потому что нужно хилиться. Пытаемся хилиться. Все, смерть для нас. Меня дожали. Анабалон не помог. Ну, бывает и такое. Ну, то есть я все отдал. У меня больше дефа не было. Я ей нажал усиление рунического оружия. Вообще все свои возможности для самохила я нажал. Еще я, конечно, мог клацнуть перерождение, но меня тогда просто Паладиныч еще дополнительно подстанил. Да и как будто бы мне это не помогло. Вот так вот. Вот и думайте, как говорится. Анабалон. Ну, хз. Не видел я какого-то супер-гига-импакта с его стороны. А сам я импакт выдать здесь не мог, поскольку меня били. Фулл от дефа играл и все равно нанес депаса больше, чем наш Анабалон. Ну, понятное дело, ДКшник не сильно просаживается, когда от дефа играет, и в стойке льда. Все равно из нас нормально депаса вылетает. Но, тем не менее, передамажить Армса, которого вообще никто не трогал, ну, простите, такого быть не должно. Теперь же у нас Армс воин 248 итем левела. Я не знаю, кто эти люди. 526 игр наиграно. Это не 1080, но все равно до хрена. И Мелани. Мелани, походу, наш персональный лекарь сегодня. Только с ним катки закидывать. Ну, почти. В целом я не против. Так, там Shadow Priest, но при этом это не веселый там какой-то чел. Как его звали, я уже не помню. Так, здесь подгрипаем сюда ШПшника.
Потому что, если честно, впадло как-то иначе делать. И пошел расклик. Гаргу нам, естественно, заферяли, потому что там и Shadow Priest, и Коли Палыч. Иначе никак здесь не сделать. Окей. Немножечко сейчас хочу подвигать времени своему напарнику. Тем, что накину оковы. Все, и замедляем здесь максимально шипешника, чтобы... Ну и Мелани, ебучий Мелани. Что-то ты мне перестал нравиться, братишка. Я не знаю. Ну как? Как можно умереть-то таким образом? Ну все для него сделали. Его практически в соло убил вражеский Армс воин. Но я хз. Я хз, парни. Ну не может же так быстро умереть мой союзный лекарь. Ну не может. Ну не может. На него шипешник максимум 2 дотки накинул. Ну ты же не можешь убежать от вара под фридомом. Тогда просто стой и не впитывай от шипешника. Зачем? Зачем выходить под вражеского шипа и получать себе в лицо немоту? Зачем получать себе в лицо какие-то там дотки дополнительные и так далее? Ну вновь ошибается мой тиммейтик на Мелани. Ну, да. Тут мы уже не осилим их никак. Абсолютно. Тут уже никак мы их не осилим. That's impossible. Забей. Сейчас попытаемся. Так, знаешь, чисто покуролесить немножко. Оп-оп. Все. Ай, Мелани. 46 тысяч нахилил. Ну как? Снова топ-1 депос и снова поражение. Ну не везет, парни, ну не везет. Игра про скилл, потому что. Игра про скилл. А додж-листа здесь нету. Вот нету додж-листа на сервисе. Не могу закинуть никого в додж-лист. По итогу 50% винка. Хотя вроде бы играю неплохо. Но это как обычно. Да, а там такой потенциал был. Можно было 5 в ряд делать. На Циркле есть додж-лист, на Наздоре есть, на Вармейне есть. На Сирусе додж-листа нет. Печально. Короче, хотел я вам еще каточек, народ, позаписывать, но мне просто не ищет больше игр, все. Просто до 7:30 сижу в бесконечном поиске, отменяю, не отменяю, без разницы. Катку искать принципиально не хочет, поэтому, видимо, видос будем на этом заканчивать. Пишите ваше мнение в комментариях, хотите видеть Ферал или не хотите, на каком сервачке. Ну и по возможности в ТГшке мне где-нибудь там напишите под постом последним, если есть возможность предоставить персонажика. На том же Циркле, условно, я бы погэмблил. Это, думаю, было бы прикольно. Все, на этом видос завершаем. Всем удачи, всем прогрессии в ПВП, в ПВЕ. Всем на сегодня. Пока.